Давайте отправимся в далекое прошлое, очень далекое, на 186 миллионов лет назад. Наша цель сегодня – рассказать реалистичную историю мезозойской эры, такой, какой ее видят ученые, без голливудских прикрас. Ведь это была эпоха не просто гигантских ящеров, а невероятных историй выживания, глобальных катастроф и совершенно неожиданных героев. И вот что самое поразительное. Наша история начинается не с расцвета жизни, а с ее почти полного исчезновения. Великое пермское вымирание – это катастрофа, которая стерла с лица Земли 96% всех морских видов. Планета была, по сути, стерилизована, и вот на этих руинах, на этом пепелище, и должен был зародиться совершенно новый мир. Наше путешествие будет состоять как бы из 3 актов. Сначала Триас – очень долгое и трудное время восстановления. Затем Юрский период – тот самый золотой век гигантов. И, наконец, Меловой период – финальный акт, который принес с собой и невероятные инновации, и, как мы все знаем, грандиозную развязку. Итак, акт 1 – Триас. Представьте себе этот мир. Вся суша — это один гигантский суперконтинент Пангея. В его центре огромные раскаленные пустыни. Но самое главное испытание — это воздух. Уровень кислорода в атмосфере всего 10-15%. Это примерно как на вершине Эвереста. Просто дышать здесь уже подвиг, а уж выживать. В опустевших океанах потихоньку появляются первые крупные хищники. Вот один из них — цимбаспондил. 10 метров в длину звучит внушительно. Но, по правде говоря, он был еще довольно примитивным созданием. Судя по всему, он плавал, извиваясь всем телом, знаете, как огромный уголь. Для своего времени это было эффективно, но до настоящих владык морей ему было еще очень и очень далеко. Знаете, когда мы говорим о мезозое, в голове сразу всплывает что? Правильно, динозавры. Но это лишь часть картины. В тени этих гигантов шла своя, не менее напряженная борьба за жизнь. Давайте-ка заглянем в этот скрытый от глаз мир и посмотрим, кто там обитал. А вот и один из них. Знакомьтесь, олигокефус. Похож на ласку, правда? Уже покрыт мехом, теплокровный, жил, скорее всего, группами. И что самое невероятное, есть серьезное предположение, что эти существа уже выкармливали детенышей молоком. По сути, это почти млекопитающее, жившее бок о бок с первыми динозаврами. Это же полностью рушит стереотипы. Эволюция — не прямая дорога к царям-динозаврам, а скорее густой ветвистый куст, где одновременно существовали самые разные и удивительные создания. Ну что ж, переходим ко 2 акту, юрскому периоду. И тут все кардинально меняется. Пангея трещит по швам и раскалывается на части. Появляются новые моря. Климат становится жарким и влажным, почти тропическим. И эти условия, они словно нажали на кнопку турбо для эволюции. Начинается та самая легендарная эпоха титанов. И когда я говорю «титаны», это не для красного словца, совсем нет. Взять хотя бы травоядных зауроподов, титанозавров. Вы только вдумайтесь в эту цифру. 75 тонн. Это как 10 взрослых африканских слонов. 10. С тех пор ни одно сухопутное животное даже близко не подходило к таким размерам. Конечно, такие гигантские размеры породили массу мифов. Наверняка многие слышали байку о том, что у зауроподов был второй мозг где-то в районе таза, чтобы управлять огромными ногами и хвостом. Звучит логично, да? Но, увы, это миф. В реальности то огромное расширение в позвоночнике было не мозгом, а, скажем так, биологическим пауэрбанком. Это было гликогеновое тело, огромный запас энергии для питания гигантской нервной системы задних конечностей. Так что нет, мозг был только один. А что там в океанах? Помните нашего неуклюжего триасового пловца цимбаспондила? Давайте посмотрим, что стало с его потомками в юрском периоде. Слева он, извивающийся как угорь, а справа его потомок офтальмозавр. Но разница, как говорится, налицо. Это уже не пловец, это торпеда, идеально обтекаемое дельфиноподобное тело, мощнейший хвост. Вот это уже настоящий властелин морей. И вот мы подходим к финалу. 3 акт — Меловой период, самый долгий и насыщенный. Мир снова меняется, становится прохладнее, а очертания континентов уже смутно напоминают современные. Но главная революция происходит тихо и незаметно, у всех под ногами. Появляются цветы. Да-да, обычные цветковые растения. И это, казалось бы, незначительное событие меняет правила игры для всех. Да, динозавры все еще правят бал, но при чем тут цветы? А все просто. Цветы — это плоды и семена, а это высококалорийная, легко доступная пища. Настоящие энергетические батончики, которые валяются прямо на земле. Для маленьких теплокровных млекопитающих, которые вечно искали чем бы подкрепиться, это был просто джекпот. Это топливо запустило их эволюцию на новые обороты. И если вы думали, что млекопитающие в ту эпоху были просто запуганными мышками, то приготовьтесь к сюрпризу. Вот это репиномам, зверек размером с барсука. И знаете, что нашли в желудке одной из окаменелостей? Остатки маленького динозавра. Да, детеныша, но все же. Эта находка переворачивает все с ног на голову.
Млекопитающие не были просто едой, некоторые из них сами были активными хищниками, которые охотились на детенышей динозавров. Все было гораздо сложнее. Впрочем, динозавры тоже не переставали удивлять. Они осваивали планету до самых ее пределов. Просто на секунду представьте: Арктика, снег, лед и полярная ночь, которая длится месяцами, и там, в этой ледяной тьме, живет и охотится хищный динозавр. Звучит как научная фантастика, но это была реальность мелового периода. Имя ему Нанокзавр. И да, это близкий родственник того самого Тирекса. Но взгляните на сравнение. Разница в весе почти в 9 раз. Почему такой мини-тираннозавр? Ответ прост. Адаптация. На холодном севере еды было куда меньше, и содержать такую гигантскую тушу, как у Тирекса, было бы просто нерационально. И чтобы выжить там, Нанукзавру пришлось стать настоящим арктическим командосом. Смотрите сами, он был теплокровным, был покрыт плотным слоем пуховых перьев, как теплой курткой, имел огромное обоняние и гигантские глаза для охоты в кромешной тьме полярной ночи. И, скорее всего, он, как современные птицы, высиживал свои яйца, согревая их теплом собственного тела. Это была не просто ящерица, а идеально настроенная машина для выживания в Арктике. Но любая, даже самая великая история подходит к концу. 66 миллионов лет назад занавес опустился. Резко, жестоко и бесповоротно. Падение гигантского астероида положило конец 186-миллионному правлению динозавров. С лица планеты исчезли все нептичьи динозавры, гигантские морские рептилии, птерозавры. Целая эпоха ушла в небытие. Но, как известно, конец одного — это всегда начало чего-то другого. Планета опустела, и те, кто смог пережить этот апокалипсис, получили невероятный шанс. Кто же им воспользовался? Птицы, прямые наследники динозавров. И, конечно же, наши с вами предки, млекопитающие. Освободившуюся сцену очень быстро заняли новые актеры. Началась новая эра — кайнозой. Подумать только, динозавры правили этой планетой 186 миллионов лет, и все их царствование оборвалось практически в один день. Сегодня на вершине этого мира — человек. И глядя на эту грандиозную историю, нельзя не задаться вопросом. Урок мезозоя очень прост. Ничье господство не длится вечно. Вопрос лишь в том, какой след в истории Земли оставим после себя мы.